Комиссарова и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я покажу вам свои готовые работы, их немного. Часть готовых работ я вам уже показывала в декабре. За эти 2, даже 3, можно сказать, месяца у меня их немного прибавилось, но я хочу закончить все те недовязы, которые у меня есть, чтобы с спокойной совестью приступить к каким-то другим проектам. У меня есть 2 недовяза плечевых изделия. Я их вам покажу, которые у меня в процессе, и покажу маленькие готовые работы, это шапки и снуды, которые я сделала из остатков пряжи. В конце видео, после того, как я вам представлю все мои задумки и работы, я вам расскажу о том канале, который я открыла. Это второй канал, это не вязальный канал, он связан с обучением. Если кому-то не интересно вязание, можете сразу перемотать и послушать это. Но вначале давайте посмотрим на то, что я делала последние несколько месяцев. Прежде всего я вам покажу, что я сделала к этой шапочке. Если помните, я вам показывала ее еще зимой. Вот она так выглядит. Я ее делала из остатков. И я к ней хотела сделать снуд. И я его сделала. Вот такой снуд у меня получился. Как я его делала? Во-первых, это я взяла уже как бы готовое. У меня была шапочка. Вот такая, если помните, я говорила, что я летом делала на продажу. Я не знала, что делать, и хотела вывязать все свои остатки. Я просто взяла такую же шапочку, вот такого размера, это бывшая шапка, распустила кончик и довязала, сколько там надо было. И отсюда я вязала вот эту вот, ну, скажем, кокетку. И, честно говоря, мне вот такой вот вариант снуда для ребенка намного больше нравится, чем когда мы делаем это как бы на 2 стороны погоном. Потому что тот снуд, который у меня именно погоном сделан, он постоянно перекручивается. То есть ребенок его может надеть и вообще дыркой вперед, так, которая у нас между 2 частями, между передом и задом. А здесь, как бы он его ни крутил, он всегда будет вот с этой стороны. На изнанке немного кончиков, как видно. Вот. Это у меня кусочек вот совсем маленький оставался с этой шапки, со свитера, по-моему, Яна, насколько помню. И вот такой вот у меня он получился. Очень удобный, очень функциональный, очень советую. Я, наверное, сделаю обзор на вот эту пряжу, потому что, например, шапочку эту я вязала на 3, а здесь я вязала на 2,5 для плотности. И вот мне это, честно говоря, больше нравится. Но это я, если сделаю, то расскажу. В общем, вот такой вот снуд у меня получился. Довольно аккуратненький, функциональный. Мы его носили много. Видите, вот как он уже чуть-чуть подкатался. Это... что-то у меня здесь ниточка вылезла, наверное, будет отрезать. Это Drops Merino Extra Fine. А это у меня был остаток от Semilla Cable Collection. Это 100% шерсть экологическая, а это меринос, как известно. Так, вот такой у меня набор. То есть у меня полностью набор есть. Чуть-чуть великовато все равно все это. Может, еще на следующий год будет, но посмотрю. Посмотрю, не знаю, для 7-летнего ребенка вот такие вот уши, может, уже не модно, не знаю, или он не захочет носить, когда пойдет в школу. Знаете, по-разному это может быть. Так, и второй у меня был... Почему я вязала эту шапку? Потому что у меня, в принципе, есть одна шапка, так, но у меня был вот это вот нижний слой сделан. Но он был большой, и я хотела его переделать, чтобы просто была хоть какая-то шапка, а не лежал у меня вот этот вот полуфабрикат. И такой же полуфабрикат у меня был желтый. Вот такой вот. Я его тоже, он был тоже очень большой, я его чуть-чуть уменьшила. Из снуда, если помните, у меня был, я связала шапку, и она у меня продалась. А вот такой вот полушапка, скажем, полуготовец такой у меня был. И я точно так же вывязала здесь остаток коричневого мотка. У меня был один моток, который я покупала для контрастных линий для свитера. И вот часть этого мотка у меня осталась, я его хотела вывязать. Мне кажется, цвета очень хорошо сочетаются, но, конечно же, мне не хватило, поэтому я вывязывала вот этот вот желтый, который у меня тоже осталось чуть-чуть от мотка. Я вам покажу, какие остатки у меня оставались, когда я начинала вот этот вот комплект вязать, и что у меня из этого всего получилось. У меня было чуть-чуть вот этой вот пряжи, это вот Drops Merino Extra Fine.
И у меня была коричневая вот эта пряжа и желтая пряжа. Это такая же пряжа, как и на этой шапке. Это не дропс, это BC Garn, по-моему. По-моему, да, по-моему, BC Garn. Camilla Sable Collection. Camilla Sable Cable. Camilla Cable. Semilla, боже мой. Semilla Cable Collection. Вот что у меня получилось. И получился вот такой снуд из того остатка, что у меня есть. Но вот эта пряжа, она очень такая пластичная. То есть, когда я ее вяжу, она более-менее такая, как это сказать, ну, не гнущаяся, так? Но когда ее постирать, она становится очень-очень мягкой. И я знала, что если я оставлю вот этот вот слой один, то она у меня поплывет просто тряпочкой. Я хотела, чтобы этот снуд все-таки выглядел нормально, держался хоть немного, а не вот так вот у меня сразу сплющился. И поэтому, с другой стороны, я сделала вот такой вот подклад. Этот подклад у меня тоже остаток из уже непроизводимой пряжи от Хобби. Я из них вязала тоже шапки, продавала летом, и у меня остался вот буквально тоже кусочек. И я его решила вывязать, потому что, в принципе, они более-менее подходят, тем более это изнанка, оно будет хорошо выглядеть. Как я делала кулиску, я, честно говоря, не помню, где я начинала здесь кулиску эту делать. Я вам показывала в видео месяц или 2 назад, не помню. Очень удобный способ, я попробовала, просто не хотелось заморачиваться с бросовыми линиями, тем более, что когда я вяжу, например, с бросовой нитью, у меня обычно получается какой-то очень странный переход, я не попадаю в стык ряда, и некрасиво это получается. Здесь у меня все получилось. Я набрала бросовую нить, набрала ряд, загнула, все это связала вместе, связала с одной стороны, потом подняла петли, связала с этой стороны, потом подняла петли, по-моему, даже вот здесь вот, да, вот здесь вот видите, мне тоже тут не хватило вот этой пряжи, и я просто связала как бы нитью с иголкой, которая у меня оставалась, я соединила 2 полотна. То есть здесь подняла петли и соединила с петлями вот здесь. Как это называется? Шов. Ну, иголкой соединила. Думаю, знаете, как это соединять. И вот так вот у меня все это получилось. Мне очень нравится. Очень аккуратненько, очень такой удобный, мне кажется, будет снуд в ношении. Я его мерила, он не сплющивается вот так вот, и очень это удобненько. Здесь я попыталась сделать видимость жаккарда. Ну, что получилось, то получилось. Просто вязала как шло. Так, меняла, потому что здесь еще надо было убавки делать. И как-то не особо хотелось с этим заморачиваться, но вот в принципе, вроде неплохо получилось. К желтой куртке наши очень хорошо подходит. Единственное, что еще вам скажу, если видите, здесь я это вязала, по-моему, на двоечке. Вот здесь вот или 2,5, а здесь петли ниже. У меня оставалось очень-очень мало этой пряжи, буквально там какой-то клубочек маленький. И я хотела, чтобы мне хватило и на эту часть, и на эту, поэтому я тот клубочек поделила на 2. И здесь вязала, по-моему, на двойке или на 2,5. И поэтому мне хватило всего. Так, то есть видите, что здесь петли, полная нить довольно толстые. Здесь это выглядело бы довольно грубо, мне кажется. Поэтому я их поделила, и вот так вот у меня здесь получилось. По-моему, очень даже неплохо. Конечно, уже мы его носить не будем. Шапку мы поносили, снуд мы не успели поносить. У нас уже тепло, в эти выходные передают 20-25 градусов. Поэтому точно уже не поносим. Ну, если только на Пасху снег выпадет. Чего, надеюсь, не произойдет. Вот такой у нас готовец на следующий год. А может и нет, может и оно уже из этого вырастет, не знаю. Но главное, что у меня не лежит просто этот полуфабрикат, у меня есть готовое изделие, и мне на душе спокойно. Потом уже буду думать, что с этим делать. Так, и покажу вам еще 2 работы, которые я сейчас делаю. Одна – это мой долговяз. Вы, наверное, помните, а может и не помните. Вот это вот. Я решила все переделать. То есть, если кто-то смотрел мои видео, сколько тут всяких ниточек.
смотрел мое видео, у меня было все это отдельными деталями. Так, это я вяжу из Drops Париж, деленную на 3. Видите, какая у меня маленькая ниточка? Здесь я в Drops Париж 9 нитей, и я эти 9 нитей поделила на 3. И вязала здесь платочной вязкой, поворотными рядами. У меня была проблема, как сделать вот здесь вот вырез, потому что здесь, видите, я разворачиваюсь, тут получается большой очень такой как бы, ну не узел, но вот это вот переход. Вот, потом как эти убавки делать. Мне кто-то очень хорошо посоветовал убавки делать со второго ряда, а не с этого. В принципе, да, это очень большое спасибо, очень хороший совет, но я как подумала, что мне вот это вот все надо рассчитывать, потом мне надо было бы рассчитывать опять с этими рукавами что-то, делать выточки, и просто у меня это изделие лежит уже, наверное, год. И ввиду того, что из большинства свитеров Ян уже вырос, то я решила все-таки на лето, хотя бы это оно не очень теплое, ну, не очень плотное, сделать вот это вот свитер, этот свитер, уже закончить его, тоже отложить. Поэтому я переделала все, я распустила вот до сюда все и надвязала рукава, потому что рукава у меня были короткие, я их даже постирала вот до этого места, если вы видите. И мне пришлось довязать их, чтобы они были в пору, и чтобы хоть чуть-чуть у Яна еще осталось как бы запаса на хотя бы осень. И довязала, все соединила, делала вот здесь вот убавки. Честно говоря, из-за этого я и отложила этот процесс, потому что у меня не хватало пряжи. У меня было еще много довольно пряжи желтого цвета, почти целый моток. Вот что у меня осталось на данный момент, но у меня закончилась серая пряжа. Я не хотела ничего дозаказывать, потому что, во-первых, и партия была бы другая, цвет был бы другой. В принципе, на вот эти вот пару рядов это бессмысленно. Поэтому я просто доделала это желтым цветом. Единственное, что может, когда я все уже закончу, у меня все-таки останется чуть-чуть серого, а у меня серый еще есть. Вот он у меня, это у меня осталось. Я сделаю здесь вот такую строчечку серым, просто для контраста, чтобы горловина не сливалась с самим телом. Но это у меня, конечно, если останется. Планку я тоже делала, как видно, желтым цветом. У меня еще осталась пряжа на вот эту вот обработку с этой стороны. И верхнюю планку, она будет с этой стороны, я буду делать этим серым цветом. То, что у меня последняя ниточка осталась. Почему я ничего больше не делала этим? Потому что у меня здесь 4 нити. Если все полотно я вязала как бы деленной ниточкой на 3, так, то здесь вот эту вот манжеты и резинку я вязала более плотной ниткой. Здесь у меня 4, я ее делила напополам. Ну и одна мне где-то там оставалась. Вот, поэтому я планку вот эту сделаю тоже желтым, саму резинку я сделаю серым, если мне останется, я сделаю вот эту вот горловину контрастным цветом. В смысле, ниточку здесь сделаю. Вот, пуговички я уже купила к этому всему. Вот такие они будут. Я очень доволен, ему очень нравятся кофты с пуговицами, а, честно говоря, для детей их не очень много. Обычно все через голову надевается, такие джемпера. Вот так они выглядят. Вообще-то их будет 5, но я покупала это с мужем. Он говорит, возьми 6, потому что одна может потеряться, укатиться, оторваться, и не будешь знать, откуда взять. Поэтому да, я последовала очень мудрому совету и купила 6 штук. Вот так это будет выглядеть. Планочка будет сверху. Думаю, что все должно быть очень так симпатичненько. Яну нравится полосочка. Думаю, что эти цвета очень хорошо сочетаются. Я вам не скажу, какие это цвета, потому что этикетки я давно выбросила, но думаю, вы с легкостью найдете это на сайте Drops. Эти цвета. Это серый, светло-серый, такой вот желтый. Вот. Это что у меня осталось. Когда я это закончу, если у меня останется все-таки немножко желтого, я планирую связать безрукавку для Яна. Он в этом году когда мы были дома, очень охотно носил безрукавки. Неудобно, когда рукава болтаются от кофты. И поэтому я ему свяжу еще одну безрукавку. Он из предыдущей вырос, вот из такой же пряжи. Это тоже Drops Париж. Я ее поделю, даже уже поделила на... У меня здесь 2 мотка. Поделила, опять же, вот на такую тоненькую ниточку. Вот эту ниточку у меня будет для контраста. Думаю, что очень хорошо они смотрятся. 2 полосочки контрастные по резинке внизу и 2 полосочки контрастные по горловине.
Это у меня цвет 62, как вы уже, наверное, заметили. Очень такой приятный цвет, мятный, по-моему, он называется. Не помню точно. Мне нужно будет 2 мотка, вернее, мне на предыдущую безрукавку потребовалось ровно 2 мотка, плюс чуть-чуть контрастной нити, там 2 грамма или 3 грамма. Но думаю, что из-за того, что эта безрукавка будет чуть-чуть длиннее, то мне понадобится чуть-чуть больше. Может, не знаю, еще полмотка уйдет, посмотрим. Вот так что такие у меня планы. Буду потихонечку вязать, может, летом. Но сначала хочу просто закончить все мои долговязы, все мои процессы, которые у меня залегают, лежат уже довольно давно. Это у меня... Сори. Это один долговяз, который я уже почти закончила. Вот. И у меня есть еще один долговяз, который я, в принципе, тоже уже ближусь. Он уже близится к концу. Это моя такая вот блузка. Она мне очень опорно шла, потому что я, во-первых, вяжу ее на 2,5, а здесь ниточка довольно тонкая. Это бобинная пряжа, бобинный хлопок, наверное, мерсеризированный или мерсеризованный, не помню, как это точно говорится, в 10 нитей. То есть пока его надо смотать, иногда не очень хотелось просто новый моток, клубок сматывать, ее еще раскрутить надо, хотя я раскручиваю по ходу действия. Вот. И вот так вот у меня все это выглядит. Посмотрите-ка, насколько разница полотно постиранное несколько раз от такого непостиранного. То есть это вот эту часть я стирала вообще несколько раз. Видите, оно становится все как бы светлее по мере стирки. Это я стирала, наверное, раза 3, это 2, это 1. Это вообще не стирала. То есть контраст очень сильно, особенно это видно в резинке. Так ведет себя бобинная пряжа. И у меня остаются, конечно же, разводы. Вот, как я вам и раньше говорила, вот тут у меня один раз постирано, разводы остались. Я все это стираю, как вы мне советовали. Мне в прошлом видео или когда я вам рассказывала про эту блузку, вы мне советовали стирать это в жидкости для мытья посуды. Я так и стирала, очень хорошо все отстирывается, но мне кажется, что в данном случае это надо постирать все очень основательно, полностью, как-то не частями, хорошо все это выжать, несколько раз прополоскать хорошо, чтобы именно вот таких вот разводов не было, потому что это все как-то остается. Здесь уже нету, когда я постирала несколько раз. Видите, полотно немножко косит, но опять же, я думаю, что после стирки это, как и в принципе в остальных изделиях, можно будет все хорошо вывязать. Вот это, как я уже сказала, 100% хлопок. Надеюсь, что через месяц или там уже через 2, когда уже можно будет это носить, я все-таки это закончу и буду носить, потому что я хочу начать, наконец, вязать некоторые проекты, которые... У меня вот, кстати, уже размотана пряжа, вот и есть второй рукав я начала. Хочу вязать какие-то другие проекты, закончить все, что у меня было, и начать как бы с чистого листа. У меня есть вот такая пряжа красивая. Это лен. 75% лен и 25% шелк. Очень приятно. Думаю, летний состав прекрасный. Хочу это связать, опять же, ажуром. Не знаю еще во сколько нитей, я не вязала на образец, но вот у меня стоит, и я вот надеюсь, что все закончу и начну вот это вот вязать. Еще, правда, рисунок на ажур не выбрала. И еще одно вам похвастаюсь. У меня есть еще одна такая бобинка. Это у меня... Ничего здесь не написано. Вообще, честно говоря, думаю, что это не тот как бы конус. Хотя, кто его знает. Это у меня 80% меринос и 20% кашемир. Где тут у меня есть? Вот. Ниточка. Очень приятный состав. Я связала уже образец. Образец связала на 5, по-моему, или да не 4,5. Она очень разбухает после стирки. Пропитка уходит. Тут она в пропитке. Легенькая. Прекрасный состав. Не сильно теплый. Думаю, что на осень, на раннюю осень очень хорошо бы это пригодилось. Еще не знаю, что вообще буду вязать, или просто джемпер, но белый просто джемпер, мне кажется, не очень будет хорошо смотреться. Может, какой-то ажур тоже выберу, может, какой-то теневой узор. Не знаю, надо подумать, надо посмотреть, еще походить вокруг этой пряжи, что на ней будет хорошо смотреться. Но она пружинистая, так что как бы можно много очень моделей выбрать под нее.
Вот такая. У меня здесь много ее, даже несколько хватит. Такие у меня планы, такие задумки на следующие изделия. Так что сначала надо все, конечно же, закончить, что у меня сейчас есть. Я вам рассказала про свои готовые работы, про мои процессы, а теперь давайте вернемся, я покажусь вам опять и поговорим с вами о том проекте, который я начала, о моем новом канале. Для начала, чтобы объяснить, почему я его начала и что это такое, я вам расскажу несколько слов о том, как я начала вести этот канал. Честно говоря, я никогда не собиралась этого делать, и, как видно, блогер из меня никудышный. Но несколько лет назад, когда я вязала, соединяла, по-моему, делала закрытие петель иголкой, я обычно раньше, до этого я записывала все это в своем блокноте, но мне было очень трудно понять, что я там написала, и я решила это все снять. Я это сняла, и чтобы не потерять в стопках фотографий и видео, которые у меня на телефоне, я это загрузила на свой канал, который у меня существовал давным-давно, в смысле канал, аккаунт в Google, и открыла общий доступ к этому. И, конечно же, забыла про это. Это было где-то в августе, наверное, не помню уже какого года, даже, наверное, 21-го или 20-го. И когда я к этому вернулась, и причем я даже не возвращалась к этому, я случайно заметила какое-то непонятное действие, какие-то дополнительные вещи, которых раньше никогда не было. Я зашла и увидела, что у меня есть 5 подписчиков вдруг. Я увидела комментарии с благодарностью к этому видео. Честно говоря, не ожидала, что такое что-то будет. Подумала, что может кому-то пригодится, хорошо. И именно вы побудили меня делать то, что я делаю, открыть канал, начать вести канал. Я оставила все эти видео, которые были первыми моими видео. Там нету звука, просто потому что оно не предназначено для того, чтобы инструктировать кого-то. И после этого случая я решила снять первое видео со звуком. Это был обзор на пряжу Drops Safran. Я еще сомневалась, как это делать ли вообще. И когда я сняла это видео и послушала, что я там наговорила, мне это очень не понравилось. Я его снимала несколько раз. И в конце концов я дошла до более-менее приемлемого варианта и выложила это. Выложила, можно сказать, свой позор, потому что то, как я говорила, то, как я разговаривала, как преподносила информацию, мне очень не нравилось. И я решила, что канал стоило бы вести просто для того, чтобы научиться говорить красиво, логично, связано, без всяких и так далее. И оставила этот первое видео позора просто для сравнения, чтобы можно было сравнить первое видео и, например, последующее. Я считаю, что я добилась определенных успехов в том, что я задумала. И когда я открывала канал, у меня была еще одна задумка. Я хотела создать похожий канал, уроки или инструктажи для обучения английскому языку. Я по профессии преподаватель, я обучаю людей английскому языку, раньше тоже русскому, и я занимаюсь только взрослыми. Я это делаю почти 25 лет. Я работаю сейчас, по крайней мере, последние лет 10-15, я работаю только исключительно со взрослыми. И я хотела узнать, как вести канал, узнать все подводные камни, что делать лучше, что делать хуже, как вообще это возможно делать. И сейчас, летом я выпустила первый ролик, который мне тоже не понравился, я это все дело оставила. Сейчас есть технические возможности для того, чтобы это сделать так, как я хочу. Я выпустила первое видео, их уже 15 даже на том канале, я вам оставлю ссылку в инфобоксе. Это канал, состоящий из коротких лекций по 5 минут. И чтобы просто вы поняли, как это работает, мою задумку, я
представляю вначале пару слов, и потом работаем с этими словами, включая грамматику. Ввиду того, что я веду уроки для взрослых людей, я знаю их потребности и способ их подхода и способности к обучению. Я знаю, что у большинства взрослых нет времени учиться. Большинство взрослых не хочет заморачиваться никакими грамматиками или инструкциями или еще чем-то. Именно поэтому я собрала то знание, которое я получила из практики, и попробовала сделать такие видео, которые, по-моему, будут очень полезны для именно взрослого ученика. Это короткие видео, чтобы не сидеть, не слушать много, вам нужно только повторять за лектором, и это маленькое количество слов. Так? То есть, если я вам, например, даю цифры и дам вам 20 штук для обучения, конечно же, вы их не запомните, то есть вам надо будет сесть отдельно и выучить что-то, так? В данном случае я бы не хотела такого, потому что эти же слова, эту же грамматику вы можете спокойно найти в интернете, прочитать, о чем это, сразу же забыть, потому что, по-моему, язык нельзя выучить, так? Его можно просто попрактиковать, то есть где-то там записать в голове на жесткий диск. Именно этого я хочу добиться теми роликами, которые я делаю. На данный момент их, по-моему, 15 или 16, сегодня вышел один еще. Я их стараюсь выпускать каждую неделю по 2 или по 3 штуки. Канал еще маленький, я его веду только пару недель. Но если вам интересно такое, если вы хотите обучаться, если вам будет подходить такой способ обучения, то добро пожаловать, присоединяйтесь, учитесь. Я начала с самого-самого нуля, то есть там самые простые вещи. Потихонечку это будет, конечно же, усложняться, потихонечку я ввожу новую грамматику, но если кто-то вообще не знает английского, это как раз уроки для такого человека. И это, в принципе, все, что я хотела сказать. Как я уже говорила, оставлю вам ссылки все внизу, можете пройти, посмотреть. И добро пожаловать на мой канал следующий, и это тоже, конечно же, подписывайтесь, смотрите. Если у вас будут какие-то идеи по поводу того второго канала, то, пожалуйста, пишите, потому что вам это будет виднее, чем мне, вам со стороны ученика. Может быть, как-то что-то поменять. Любые конструктивные предложения и критика приветствуются. Буду очень благодарна за это. И благодарна вам за то, что вы со мной, за то, что у меня столько людей уже, подписчиков. Честно говоря, когда, как я сказала, начинала этот канал, никогда бы не подумала, что у меня будет столько людей, столько человек, которые следят за тем, что я делаю. Спасибо вам большое. Спасибо за внимание и до новых встреч.